Каппадокийский символизм, мимо которого невозможно пройти. Вот там, за белой скалой, еле различимая синяя полоска. Это река Кызыл-Ирмак, древний Галлес. В доклассическую эпоху в Греции считалось, что именно Галлес – это граница Айкумены. За ней находятся бескрайние просторы Дикой Азии, а скорее всего край мира. Сюда греки не добирались, да и незачем. Здесь же проходила граница последнего и самого хорошо известного грекам Лидийского царства. За ней была Персия, Вавилон. Там располагались огромные, неизвестные грекам, азиатские империи. В V веке 10 тысяч греческих наемников, среди которых был знаменитый историк Ксенофонт, отправились туда, за реку Галлес, на восток, вместе с претендентом на персидский престол Киром-младшим. И, добравшись отсюда до Вавилона, Ксенофонт с удивлением пишет в своем Анабасисе, что мир оказывается такой огромный. Мы прошли от Галлеса до Вавилона расстояние размером в 10 раз превышающее нашу Айкумену. Но спустя лишь 40 лет начнется поход Александра Македонского, который раздвинет границы известного грекам мира до необозримых далей. Греческие колонии появятся в Индии. Даже в первых веках нашей эры, отрезанные от Средиземноморья тысячами километров непроходимых дорог, греческие колонисты будут слагать стихи на устаревшем аттическом диалекте. С удивлением античные философы будут отмечать просвещенных на западный лад местных сатрапов, а некоторые из эллинских царей войдут в буддийский канон. Иронично, что греческие царства в Индии окажутся последними независимыми эллинскими государствами, существующими в ту эпоху, когда их прародину уже поглотит Римская империя, а все государства преемников Александра падут под ударами Рима и Парфии. Со временем история пойдет еще причудливей. Потомки тех, кто некогда боялся переступить через Галлес, попадут в Китай. Их творения вдохновят потрясающие шедевры искусства Поднебесной. Знаменитые мечи Кукри из Непала, все еще используемые в Гималаях, несомненно, происходят от изогнутых мечей кописов, потомков греческих колонистов, а некоторые высокогорные племена в самом сердце Азии сохранят память о своих далеких предках и древних обрядах греческой религии по сей день. Образы, вдохновленные средиземноморскими божествами, надежно закрепятся в пантеонах Индии, Средней Азии и доберутся даже до Японии. Как связаны греческие колонисты и великие цивилизации древности? Правда ли, что знаменитая терракотовая армия первого императора Цинь – творение рук греческих мастеров, а буддийский канон сформирован под влиянием философии Платона? Как выглядят гибнущие в песках древние мегаполисы, тайны которых мы только сейчас начинаем раскрывать? И какой след оставили греческие колонисты в Средней Азии? Все ли мы знаем о причудливых путях истории? В Средней Азии греки появились давно, задолго до Александра Македонского, и появление их было драматичным. Здесь, в этих краях, на берегу Амударьи, еще во времена греко-персидских войн был основан город Бранхидов, потомственной жреческой династии из Дидимы, пророческого центра близ великого ионийского города Милет в Малой Азии, который не уступал Дельфам ни в величии, ни в древности. Чтобы выиграть извечный спор среди оракулов, какой из них древнее, жрецы Дельф воспользовались вторжением Ксеркса. Разграбление оракула, передача царю храмовых сокровищ объяснялось дельфийскими жрецами как следствие неверного истолкования оракулов и медизма, симпатии к варварам. Подобное громкое обвинение смогло отвести подозрение от дельфийского прорицалища, также известного своей проперсидской позиции. Тогда был произнесен грозный оракул, известный по пересказам многих античных историков: «Воное время, и ты, о Милет, зачинатель преступных деяний». Этот оракул определил судьбу греческих изгнанников, сосланных на берега Окса. Когда они с радостной процессией вышли встречать войска Александра Македонского как освободителя, царь приказал перебить их всех, не пощадив никого, даже тех, кто пытался защититься священным жреческим покрывалом, а священные рощи Аполлона были выкорчеваны. Так вину предков искупили потомки, назидательно говорит один из античных историков Александра. Впрочем, насчет уничтожения всех бронхидов-изменников источник явно лукавил. Жреческая династия пережила и Александра, и греко-бактрийское царство, и в первых веках нашей эры служила уже не Аполлону, а богу Окса, о чем свидетельствуют остроконы, надписи на керамике, упоминающие знаменитую династию. Архаические греческие золотые скульптуры, найденные в Амударьинском кладе, видимо, принадлежали храмовому сокровищу из Милета.
Статичные статуи, лица с блаженной полуулыбкой, напряженные позы – эти скульптуры – наглядное свидетельство поисков канонов греческой красоты на заре эллинской цивилизации. Александр Македонский, разгромив персидскую державу, вторгся в ее восточные провинции, но там обнаружил не земли диких варваров, а плодоносные, обустроенные равнины, многочисленные города, дороги и мосты, позволяющие быстро перемещаться армии захватчиков даже по труднодоступным горным перевалам. Расположившаяся далеко на востоке, Бактрия была одной из важнейших провинций Ахеменидской империи, во многом из-за природных богатств, скрывавшихся в ее недрах. Знаменитый лазурит из гор Бадахшана ценился еще в древнем царстве Египта за 28 веков до нашей эры. На берегах плодородных рек возникла цивилизация, подарившая миру Авесту. Недаром вся география древних иранских мифов так тесно связана с горными вершинами современного Афганистана. Недавние раскопки в древней столице Бактрии, городе Балхе или древнеперсидском Бахтри, помогли открыть архив сатрапов, и, о чудо, жители древней провинции заговорили на имперском требовательном арамейском языке. Масштабы строительства, приказы, которые раздавал сатрап своим наместникам в отдаленных городах, показывают, насколько развитой была эта провинция. Деревянные палочки, написанные арамейским письмом, курьеры доставляли за несколько дней даже в далекие горные регионы, где и сейчас не всегда отыщешь дорогу. И что самое важное, через эти долины пролегали важнейшие торговые пути. По ним из далеких степей и лесов Сибири текли золотые ручьи, наполнявшие казну персидских сатрапов. Но с другой стороны, жителям цветущих городов приходилось постоянно помнить об угрозе, нависавшей над страной с древнейших времен. Эта угроза – Великая степь или Туран, земли кочевников, бескрайний океан степей, многолюдный, норовивший захлестнуть земли к югу от Амударьи и Сырдарьи. Вся священная история зороастризма вращается вокруг противостояния кочевникам-туранцам, и они еще не раз сыграют ключевую роль в нашей истории. Для того, чтобы остановить продвижение кочевников, персидские монархи, как и сменившие их преемники Александра Македонского, возводили могущественные крепости. Одна из таких, названная археологами стеной Антиоха Сотера, построенная поверх древних персидских укреплений, цельным кольцом охватывала оазис древней Маргианы, растянувшись на 300 километров. Другая, подобно знаменитой китайской стене, тянулась через горные вершины на десятки километров, прикрываясь с севера Мараканду, современный Самарканд. Сегодня археологи делают лишь первые шаги, позволяющие нам понять, как было устроено одно из самых впечатляющих защитных сооружений в истории человечества. Сменившие Александра селевкиды обновили укрепления и, что важно, открыли путь для многочисленных греческих колонистов, заселивших Восток. Подобно тому, как спустя много веков мусульманская культура будет долго восприниматься в центральных иранских землях враждебно, но достигнет невероятного расцвета в Средней Азии, так и космополитичная культура эллинизма не приживется в Персии, но осядет по берегам Амударьи и в долинах Бактрии. Однако основной интерес селевкидов лежал далеко на западе, на берегах Средиземного моря, в Сирии и Леванте, тогда как восточная граница постепенно предавалась забвению, а восточные провинции служили лишь источниками для новых рекрутов и золота для бесконечных войн преемников Александра. Например, мы знаем о боевых слонах, которые посылал сатрап Бактрии для войны с Египтом. Удивительное животное упоминается в последних клинописных документах Вавилона. В середине III века до нашей эры северо-восточные провинции, считая себя забытыми и обделенными селевкидскими царями, все более и более поглощенными средиземноморскими делами, отделились под предводительством своих эллинских сатрапов – Андрагора в Парфиене и Диодота в Бактрии. Однако волнение и политическая нестабильность, вызванная двумя восставшими сатрапами, волнами разошлась по Великой степи, и с севера на государство Андрагора обрушились племена дахов, издревле обитавших вдоль Амударьи. Древние персидские цари подкупали кочевников, нанимая их на службу, и при этом могли противостоять им, выстраивая неприступные крепости вокруг оазисов в пустынях. Но подобные маневры были не под силу Андрагору. Захваченные волной кочевников, напиравших на них с востока, дахи разбили своих соседей в долинах Каспийского моря и вторглись в Парфиену. Диодот смог отстоять свое государство, но его сражения с кочевниками навсегда отрезали Бактрийское царство от Средиземноморья. Одно из вторгшихся в Парфию племен, Парны, возглавляемое Аршаком, основало могущественное государство, Великую Парфянскую империю, изменившую ход мировой истории и положившую через 1,5 века конец ближневосточной эпохи эллинизма.
В изолированности заключается главная трагедия греко-бактрийского царства. Почти все архивы и библиотеки их погибли в огне переселения народов, а до далекой прародины колонистов, до материковой Греции доходили лишь отдаленные, искаженные слухи о событиях, сотрясавших Азию. Селевкидские монархи, будучи не в состоянии покорить Бактрию, признали Диодота царем, фактически уступив ему провинции на самом востоке империи. Он начинает называть себя спасителем Сотором. Но кем управлял царь-спаситель? Как выглядела его страна, названная великим географом Страбоном «страной тысячи городов»? Немного приоткрыть завесу тайны помогут вот эти руины на берегу реки Пяндж на территории современного Афганистана. Одна из древнейших и величайших археологических утрат – древний город Ай-Ханум. Сейчас город постепенно разрушается искателями сокровищ и медленно оседает в реку. Вот таким его увидели археологи в середине 20 века, а так он выглядит сейчас. Отчасти сыграло свою роль и выгодное расположение города, отмеченное еще древними его строителями. В 90-х годах 20 века отряды Северного альянса организовали на нем огневую точку, что окончательно уничтожило город. Он поражает своими масштабами. Выросший поверх древнего персидского поселения, эллинистический мегаполис стал одним из важнейших центров нового царства. Что и говорить, центральная улица города тянется на 1,5 километра. Сам вид этого города подчеркивал его пеструю природу. На горе возвышался дворец из обожженного кирпича с колоннами и гигантский храм синкретических божеств. На вершине другого храма полыхал священный огонь зороастрийцев. Верхний город – древняя бактрийская крепость, в центре которого поселился новый эллинистический правитель. Нижний город принадлежал грекам. Именно Ай-Ханум подарил миру великолепное произведение бактрийского искусства. Здесь была найдена плита с тщательно скопированными дельфийскими изречениями. Находящиеся в изоляции от греческого мира, колонисты тщательно хранили память о тех краях, откуда они прибыли. Максимы из дельфийского прорицалища полностью уничтожены, сохранились лишь некоторые фрагменты, последнее изречение, точно соответствующее дельфийской максиме на их прародине. Стелла озаглавлена стихом: «В славной святыне Пифийской воистину эти речения мудрый мрамор хранит доблестных древних мужей. В храме героя Кинея, сияющим издали светло, тщательно переписав, здесь их поставил Клеарх». Поразительно, но с большой долей вероятности можно предположить, что за Клеарх скопировал максимы. Это был знаменитый Клеарх из Сол, ученик Аристотеля, известный путешественник и оригинал. Например, в одном из сохранившихся отрывков Клеарх утверждает, что Платон был зачат от призрака Аполлона. Он же, ссылаясь на Аристотеля, утверждал, что иудейские мудрецы происходили родом из Индии. Все это он аргументировал своим опытом путешествия на восток. Он же, говорят, привез с Востока еще одно шокирующее известие, что Луна подобна зеркалу, и в ней лишь отражается Земля. Наконец, здесь же, в библиотеке, расположившейся внутри дворца, найдено бесценное сокровище, видимо, опять же привезенное сюда Клеархом, философский трактат, некий отрывок, говорящий о первопричине всех идей и о справедливости, одна из популярных книг по платонизму, столь распространенных в эллинистическую эпоху. Его оригинальность невелика, но она подчеркивает, что среди колонистов оставались те, кто читал Платона, отделенный 5000 километров от родины. Здесь же расположился, пожалуй, самый восточный из греческих театров, способный вместить 6000 граждан. Видимо, таково было общее количество греческих колонистов в этой провинции, собиравшееся на крупные праздники в главном городе. Неподалеку от театра найден был водосток в виде театральной маски. Можно вспомнить замечание Плутарха, что дети Персии, Бактрии и Сус учились декламировать Софокла и Эврипида. Оставаясь каплей в море бактрийцев и персов, греческие колонисты берегли свой образ жизни. В городе сохранился гимнасий, из руин которого до нас дошла великолепная статуя Полистрита. Что важно, язык колонистов был живым. Многие из жителей города владели сложными философскими понятиями. Когда Клеарх из Сол привез трактат платоников и связи с Грецией начали обрываться, видимо, выходцы из Бактрии участвовали в переводе буддийских текстов на греческий, используя сложные философские обороты. Утонченный греческий оставался живым в колониях, хотя и показался бы современникам несколько архаическим. Но главный храм города, посвященный, видимо, синкретическим богам, был уничтожен. Тогда как многие здания были лишь заброшены, центральный храм целенаправленно подвергся разорению. Статуи в алтаре были перебиты, от них остались лишь крошечные осколки. Например, вот это, видимо, от статуи Зевса с по-восточному вычурным орнаментом.
Но почему проявление святости, намеренно обобщенное для всех разноязычных подданных нового государства, спустя век вызвало такую ненависть? Все дело в предпонимании, а ключ к нему лежит за пределами стен Ай-Ханум. В то время как Диодот провозгласил независимость далеко на юге, император могущественной империи Маурьев Ашока принял буддизм и повелел распространить благую весть и учение о Дхарме вплоть до земных пределов. Для понимания того, как выглядели, как размышляли и как чувствовали жители греко-бактрийского царства и греческих общин далеко на востоке, необходимо ненадолго выйти за пределы царства Диодота и переместиться на юг современного Афганистана, в древний город Харахвати, упомянутый в Весте, современный Кандагар. После вторжения Александра Македонского, как и прочие центры сатрапий, он был переименован в Александрию Арахосскую. Город постигла та же судьба, что и многие полисы Бактрии. Он был заселен греческими колонистами, эллинский язык получил широкое распространение среди городских властей и местной аристократии, перенимавшей греческий образ жизни. Затем, по договору императора Селевка, он был передан расширяющейся империи Маурьев, однако индийский император гарантировал соблюдать права греческих колонистов. Появившись с проповедями о Шоке в горах Гиндукуша однажды, буддизм станет важнейшей цивилизационной вехой, а долины Кабула, пустыня вокруг Кандагара, вершины Бамиана сделаются одним из главных центров своеобразной буддийской мысли и утонченного искусства, смешавшего греческую традицию, местные каноны красоты и проникновенность буддийских проповедей. Но столь гармоничное сосуществование наступит не сразу. Встреча начинается с предпонимания. Тексты указов о Шоке, по-видимому, были разосланы из Магадхи местным правителям и чиновникам, которые поручили их перевод и гравировку. Считается, что акт вырезания царских прокламаций на камне был вдохновлен примером ахименидов, чьи работы, очевидно, были хорошо известны маурьям. Например, великолепная бехистонская надпись царя Дария, копии которой распространялись по всей империи. Но мало кто в те времена мог читать выгравированные тексты, практическое назначение которых обычно ограничивалось теми случаями, когда чиновник читал их вслух перед собравшейся группой. Примечательно, что в Кандагаре такого чиновника, к которому обращался царь, звали по-гречески Аристонакс. В одном выгравированном указе Ашока прямо предписывает делать это через определенные промежутки времени. Ведь он Чакравартин, совершенный правитель, призванный вернуть порядок в мир, наполненный хаосом. Текст, сохранившийся в Кандагаре, написан на хорошем греческом и имперском арамейском языке, причем каждая из версий эдикта – независимый перевод, призванный сделать проповедь царя максимально понятной всем слушателям. Греческий – живой язык, тогда как арамейский использовался исключительно в канцеляриях. На востоке Ирана на нем не говорили, но лишь слушали царские указы. Благочестие и самообладание пусть царит во всех школах мысли, и тот, кто владеет своим языком, более всего владеет собой, начинает Ашока свою проповедь. Но то, что подразумевал император Маурьев Падасана на Пракрите, это религиозное учение, уравнять которое перед вселенским законом Дхармой старался благочестивый император. Для греческого слушателя же это слово переведено как «диатрибе» – философская школа, явно намекающая на ликей или академию, тем, кто будет слушать этот эдикт. С первых слов, обращенных к грекам, религиозная проповедь начинает звучать как философское откровение, иначе оно бы осталось непонято. Арамейская надпись звучит удивительно по-зороастрийски. Школа мысли Арезуша, так именовал себя Зороастр в Авесте и всех праведников, принявших благую веру. Ашока призывает к самьяме, слово из аскетического оборота, обозначающего контроль над всеми органами чувств, который приводит к размытию границы между человеком и окружающим миром. Аскет становится частью Вселенной, подобно йогической дхьяне. Считалось, что некоторые аскеты, достигшие самьямы, могут повелевать частями космоса, как будто частями своего тела, ведь между ними больше нет никаких преград. Но что такое самьяма для греческого и персидского слушателей? В греческом переводе это «энкратеия» – популярное слово из философских и софистических речей эпохи эллинизма. Сократ издевается над прекрасным Алкивиадом. Как ты можешь властвовать над афинянами, если ты не можешь властвовать над собой? Это основа всех добродетелей греческих философов – самообладание, победа над своими страстями, что делает тебя истинно свободным человеком и праведным гражданином, умеренность, приличествующая философу, выделяться среди сограждан – неоправданная спесь. Для зороастрийца это было переведено как «хумата» – благие помыслы, контроль над своими мыслями, чтобы не оступиться, не выбрать путь зла и тьмы.
Таким образом, одно воззвание звучит принципиально по-разному на 3 языках. Греческий текст дословно призывает каждую философскую школу воспитывать гражданские добродетели, знание меры и почитание отеческих богов. Для читателя на Прокрите царь требует, чтобы каждая секта и каждая религия стремилась обрести гармонию со Вселенной с целью лучшего перерождения, тогда как для персидских и бактрийских подданных царь призывает все группы праведников следовать Святой Троице зороастризма, благим помыслам, словам и делам, чтобы установить в мире порядок Ашу. Себя же Ашока представляет в 3 ипостасях, как Чакравартин, тот, кто вращает Дхарма-чакру, колесо Дхармы, мирового порядка, совершенный человек, наделенный светской властью и волшебными атрибутами, например, колесо Чакраратны, позволяющее совершенному владыке летать над своими владениями, или Читамани, волшебный кристалл, исполняющий желания и освещающий кармический путь. Для греков он Сотор, спаситель, подобно тому, как эллинистические монархи называли себя спасителями порядка и гражданских добродетелей. Вероятно, подражая Ашоке, позднейшие греческие цари Бактрии тоже будут именовать себя Соторами. Наконец, персам Ашока представляется как Саушьянт, искупитель, очиститель, мессия, который, согласно зороастрийской мифологии, должен явиться в конце времен и огнем и мечом очистить мир от неправедности. Это непонимание – отличная иллюстрация того, как каждая из культур существовала в своей реальности, и для того, чтобы понимать друг друга, нужны были века. Впрочем, здесь же, в Кандагаре, находится еще один пример, противоположный по посылу, происходящий, видимо, из стены склепа фамильной усыпальницы. Это надпись некого Софита, сына Нараты. Имя откровенно не греческое. Видимо, владельца звали Субхути, сын Нарады. Но составлена она на безукоризненном греческом языке и содержит, видимо, отсылки к греческой книжности. В первых строках он цитирует Одиссею Гомера и хвалится, что приобрел благословение стрельца Мусагета, то есть Аполлона. Описывая свои путешествия как торговца, в двустишьях он подчеркивает приверженность добродетелям, и, наконец, он возвращается домой, чтобы восстановить отчий дом и прославить свои путешествия этой надписью. Софит – индиец или перс по происхождению, но он чувствует себя большим греком, чем многие колонисты, известное явление эпохи эллинизма. Сириец Лукиан из Самосаты обижается, когда кто-то из его оппонентов находит изъян в его аттическом произношении, а египтянин Аполлоний из Караниса оскорбляется, когда его считают египтянином. Греческая колонизация предлагала новый образ жизни, комфортной, обжитой жизни в полисах, жизни, наполненной бытовыми мелочами, неизвестными до этого в Средней Азии. Ведение определенного образа жизни не требовало глубокого понимания греческой культуры. Во многом это была лишь мода на все эллинское, все пришедшее с Запада. Обладание греческими вещами, ношение западной одежды и знание языка было маркером принадлежности к прослойке Явана, так греки упоминаются в индийской литературе. Явана ассоциируется с кшатриями, кастой воинов, и это сравнение не случайно. Пришедшие как завоеватели, эллины были в первую очередь воинами и авантюристами. Бактрийская и персидская аристократия, на которую полагался Александр, а за ним и Диодот, провозглашая независимость, была эллинизирована. Быть эллином значит принадлежать к правящей верхушке. Эта максима надолго задержится в Средней Азии, даже тогда, когда потомки колонистов растворятся в море новых народов, нахлынувших из степи. Греческий символизм хорошо подходил для местных среднеазиатских религий, не знавших антропоморфных божеств. Чувства, стихии и природные явления не нуждались в визуализации для древних иранцев. Так, к периоду Диодота относится этот жертвенник, посвященный богу реки Окс. Греческая надпись гласит, что Атросок посвятил этот жертвенник Оксу, само имя дарителя иранское, указывающее на принадлежность к жреческой династии. Атар Саока означает «головня», священное имя для огнепоклонника. При этом человек, никогда не бывавший в Западной Азии, перенимает символизм колонистов. В далекой Ионии сатир Марсий с его лидийской флейтой считался покровителем одноименной реки, притока знаменитого Меандра, с берегов которых пришли многочисленные переселенцы. Центр своего мира, населенный привычными духами и богами, колонисты перенесли сюда. Берега Амударьи и Пянджа чем-то напомнили им о доме, поэтому древний бог здешних рек стал почитаться под видом греческого сатира. Наемники из Ионии, равно как и сблизившиеся с ним местные аристократы, сыграли ключевую роль в истории молодого царства.
После смерти основателя нового государства на престол взошел его сын Диодот II. Увидев в окрепнувшем государстве селевкидов угрозу, он предпринял попытки защититься, пойдя на очень тяжелый союз с кочевниками парнами, захватившими Парфию, и степняками-саками из Заокса. До нас дошли документы, свидетельствующие о выплатах северным наемникам и переселении некоторых отрядов на южную сторону границ. Безусловно, это вызвало резонанс в степи, подкрепляемый тем, что далеко на востоке, в степях близ китайской границы, Шаньюй-Моде взошел на престол крепнущей степной державы, и потянулись первые ручейки беженцев, как предвестник надвигающихся больших перемен. Беженцы собирались в отряды и кочевали вдоль северной границы Бактрии, пока не в силах преодолеть неприступное укрепление. Подобные шаги не могли понравиться местной аристократии и эллинским колонистам. Они видели, как кочевники уничтожили царство Андрагора и смели с лица земли греческие полисы на севере, за пределами неприступных укреплений. И лучше всего опасность такого союза понимали на границе со степью. Вдоль северной границы Бактрии пролегла цепь укреплений, самая знаменитая из которых – Дарбанская стена и крепость Узундара, дарящая сейчас множество удивительных находок археологам. У стены найдено огромное количество наконечников, свидетельства грандиозных сражений. Но большинство из них находятся с востока, то есть со стороны Бактрии. Получается, что эти укрепления какое-то время использовались не для защиты Бактрии от кочевников, а наоборот, защищали кого-то, кто всеми силами пытался укрыться от бактрийцев. Но кто это был? Это монета, одна из первых выпусков, самая распространенная для платы наемников, отчеканенная Эфтидемом, одним из полководцев Диодота, вместе с которым он поднял восстание против селевкидов. Эфтидем был выходцем с берегов Меандра, равно как и преданная ему военная верхушка. Видимо, находясь в тени своих южных соратников, он провозгласил Третье эллинистическое царство – Согдиану, гораздо более бедную и подверженную набегам кочевников с севера и востока. Его плацдармы, видимо, и прикрывали внушительное укрепление, которое до этого служили для защиты от набегов с севера. С Эфтидемом связана еще одна археологическая загадка. За практически непроходимыми Памирскими горами далеко к востоку от Согдианы лежит Таримский бассейн. Пустынная местность, будущая родина великих торговых городов древности. В III веке до нашей эры знаменитого шелкового пути еще не было. Непроходимые пустыни и высокие горы считались непреодолимым препятствием. О синах и серах, производителях шелка, греческие колонисты на востоке слышали, но никто из них не бывал восточнее Согдианы. Однако к III веку до нашей эры климат постепенно изменился. Пустыня Такламакан стала отступать, что позволило первым колонистам и путешественникам попасть в богатые нефритом и золотом равнины. Кроме того, через Таримскую впадину скифские торговцы везли золото Сибири, а Эфтидем критически нуждался в средствах. Из-за того, что источники молчат об этом периоде, сложно сказать, как попали греческие колонисты на территорию будущего китайского Туркестана, как торговцы, как воины или переселенцы, но их присутствие здесь бесспорно, причем начиная с правления Эфтидема. В поселении Сампул в оазисе Хатан обнаружены захоронения, анализ ДНК которых показал, что по матери большинство из них были иранцами, а по отцу они происходят из Восточного Средиземноморья, и от местных обитателей оазиса они разительно отличаются. У нас есть поразительная возможность увидеть, как они выглядели благодаря вот этому произведению искусства, гобелену, изображающему одного из таких переселенцев. Он одет в среднеазиатскую одежду, но на голове у него диадема, точно такая же, как и на монетах греко-бактрийских царей. В типично эллинистическом цветочном орнаменте мы видим кентавра, одного из любимых греко-бактрийских символов, связывавших походы эллинистических царей с циклом мифов о Дионисе и его знаменитом путешествии к пределам Земли на восток. Неподалеку найдено самое восточное из сохранившихся изображений греческих богов, и это, конечно, Гермес. На это безошибочно указывает его посох Кадуцей. Бог торговли, покровитель воров и путешественников, один из символов колонизации дальних земель. Чиновники недавно основанного города Хатан пользовались печатями с изображением Афины, Афины Алкидемос, защитницы народа, особой ипостаси Афины, которой поклонялись в Македонии. Ее можно встретить на монетах либо македонских владык, либо греко-бактрийских и греко-индийских династов. А вот так видели пришельцев издалека уже сами жители будущего китайского Дальнего Запада. Это фигура западного варвара, видимо, державшего в руках длинное копье сарису и одетого во фригийский шлем, так распространенный в армии диадохов, преемников Александра.
Воспроизводя облик новых пришельцев, мастера Таримской впадины очевидно принимали их за индусов или какое-то новое скифское племя, о землях западнее Памира ходили лишь туманные легенды. Некоторые предполагают даже, что 12 статуй западных варваров Ди, которые установил первый император Цин Ши Хуанди в своей столице, это 12 богов-олимпийцев, поскольку монументальная скульптура до этого периода в Китае не встречалась, а число 12 очень характерно для эллинистической религии, но не для восточных традиций. Варвары Ди, или северные варвары, кочевники монгольских и ордосских степей, ставшие именем нарицательным для всех варваров, живущих в неприглядных степях и пустынях. Едва ли среди кочевников Ди, часто соотносимых с восточными скифами или протомонголами, была развита скульптурная традиция. Отношение к ним было пренебрежительным, и выбрать именно статуи северных варваров для стражи мавзолея было бы странно. Фу Лао объясняет в Шидзи, что у статуй были выступающие ленты для волос и сложные прически, развивающаяся лента, подхватывающая волосы – один из характерных элементов эллинистической иконографии, через монеты и статуи селевкидов и греко-бактрии, утвердившиеся в Средней Азии, Иране и Западной Индии. К сожалению, ни обломки статуй, ни их детальное описание не сохранились. Но некоторые свидетельства все же есть. Скульптуры борцов, происходящие из усыпальницы Цин Ши Хуанди, обнаженные фигуры силачей или атлетов. Обнаженное тело в китайском каноне красоты эпохи Цинь было недопустимым, поэтому такой фурор производили атлеты и акробаты, прибывавшие с Запада, и столь разительно отличаются эти статуи от произведений цинского искусства. Более того, традиционно в Китае считалось, что искусство борьбы пришло с Запада, а фигуры борцов, сцепившихся в поединке, были стереотипным изображением западных варваров. Некоторые ученые даже предполагали, что, вдохновившись монументальной скульптурой Бактрии, император Цин Ши Хуанди повелел изготовить свою знаменитую терракотовую армию, тем более что технологически воины в гробнице изготовлены так же, как и скульптурное произведение на северо-восточных рубежах эллинистического мира. Впрочем, пока остается теряться в догадках, но можно говорить о вдохновении, последовавшем за первой встречей двух непохожих миров. Впрочем, основательно познакомиться с Бактрийским царством у китайцев не получилось. Первые путешественники достигли Бактрийских равнин спустя 30 лет после падения этого государства. Впрочем, влияние греческой культуры в Тариме было достаточно велико. Местная сакская или скифская аристократия щеголяла поясными бляшками, произведениями степных мастеров, вдохновленными эллинскими образцами. В этих фигурах можно узнать Геракла, нимфу и Зевса с Никой. Последняя пара особенно часто встречается на греко-бактрийских монетах. Здесь появляется та же тенденция, что и в 1000 километров к югу. Греческие предметы становятся символом воинской роскоши и органично вплетаются в степной символизм. Особым почетом пользуются монеты Эфтидема, так похожие на те, что он щедро раздавал степным наемникам. Подражания им встречаются в Тариме и дальше, к востоку, в провинции Ганьсу. Некоторыми исследователями предпринимались попытки прочитать эти штрихи и соотнести их с китайскими иероглифами, но, видимо, это лишь имитация греческого письма, а изображавший его не до конца понимал сам принцип написания букв. Добившись определенных успехов на Востоке, завоевав страну фринов и серов, то есть производящих шелк, как пишет Страбон, Эфтидем с соратниками двинулся на юг, в Бактрию, встретив там восторженную встречу. Его явно поддержала местная аристократия и греческие колонисты, считавшие Диодота предателем эллинского дела. Эфтидем сверг Диодота. Но удача восставших обернулась новыми сложностями. В селевкидском государстве к власти пришел последний великий царь из этой династии, Антиох III, Великий, решивший укрепить свои восточные рубежи. Он двинулся походом на парфян, ожидавших подкрепления из Бактрии. Но переворот Эфтидема фактически расторг союз, и парфянский царь Аршак II вынужден был подписать унизительный мир с Антиохом. Но затем селевкиды обрушились на Бактрийское царство. Эфтидем недоумевал. В своем послании к царю он заявлял, что он не мятежник, наоборот, помог с мятежниками расправиться, но Антиох был непреклонен. Битвы было не избежать. Произошла она здесь, на берегах реки Герерут, или река Арии древних географов, на территории современного Афганистана. Примечательно, что в этом сражении мы ничего не слышим о знаменитой эллинской фаланге, и Эфтидем воюет в типично восточном духе. Его легкая конница набрасывается на войско Антиоха на переправе, но, получая отпор, отступает в спешке. Пехота атакует без всякого порядка, что и привело к плачевным последствиям. Понеся огромные потери, Эфтидем вынужден был отойти в свою столицу Бактры, нынешний Балх. Но и сам Антиох понес потери. Кроме того, он был ранен, дротиком ему выбило зубы.
Подойдя к стенам Бактры, он понял, что никакие достижения полиаркетики, осадной науки, не помогут ему быстро взять укрепленную цитадель. Осада затянулась на 3 года. Пока шли боевые действия, далеко на востоке отгремели первые сражения между гуннами и их западными соседями, обратившимися в бегство к бактрийским рубежам. Ни Антиох, ни даже Эфтидем не знали о Хунну, о кровавых битвах за тысячи километров от Бактр, но бегущие на запад орды не могли не настораживать. И Эфтидем решил этим воспользоваться. Он пригрозил Антиоху, что пропустит через границу несметные орды кочевников. Они уничтожат и Бактрийское царство, и империю Антиоха. Мирные переговоры позволяли селевкидскому монарху окончить тяжелую кампанию, сохранив честь и авторитет. Его дочь выходила замуж за бактрийского наследника, Бактрия признавалась вновь сатрапией, хотя и чисто номинально, и царь, получив боевых слонов, отступал на запад, чтобы никогда больше не вернуться в восточное сатрапие. Этот поход не помог восстановить единое селевкидское государство от Самарканда до берегов Эгейского моря. Но местные династы, формально признав власть сирийских монархов, выплатили богатую дань. Этого было достаточно, чтобы продолжить войну с Египтом и противостояние с Римом, которое его в конце концов и погубило. Почти через 2 десятилетия он потеряет все свое войско и большую часть своего государства в битве при Магнесии, родном городе Эфтидема. С уходом Антиоха западные историки перестают обращать внимание на греко-бактрийское царство, и до Средиземноморья доносятся лишь отдаленные отголоски грозных событий, разворачивающихся во внутренней Азии. Когда в следующий раз через несколько веков путешественники и дипломаты Средиземноморья достигнут этих краев, от цветущих эллинистических государств останутся лишь воспоминания, и Бактрию будет не узнать. Но об этих путешествиях в свое время. После войн с Антиохом историю Греко-Бактрии приходится собирать по осколкам, несмотря на то, что впереди ее ждал золотой век и невиданный расцвет. Сложно представить, что здесь, в городах современного Южного Таджикистана, когда-то располагалась священная роща Зевса. Именно тут сохранилось посвящение Эфтидему, его сыну Деметрию от некого Гелиодота, который посвятил жертвенник Гестии, как сказано в надписи «Среди прекрасных деревьев, моля богиню Тюхе о защите величайшего из всех царей Деметрия и Эфтидема, славными своими победами». Видимо, походы вглубь Азии, к Таримской впадине и дальше к китайским рубежам, если они и существовали, предпринимались Эфтидемом совместно с его сыном Деметрием, которому суждено было стать одним из величайших правителей Бактрии. Богиня Тюхе – богиня удачи, хранительница городов, так часто появлявшаяся в искусстве Средиземноморья, безусловно, упоминается и в Бактрии. Ее образ покровительствует колонистам и путешественникам, и женская фигура, окруженная символами плодородия, нашла отклик в различных восточных мифологиях. В греческой традиции Тюхе – богиня изменчивой реальности, постоянных перемен судьбы, над которой, как известно, даже боги не властны, и даже Аполлон всеведущ постольку, поскольку может предвидеть превратности Тюхе. По другой версии, она одна из Моир, плетущих нити судьбы. 3 ее самыми узнаваемыми символами были рог изобилия, символизирующий подарки судьбы, корона в виде крепостной стены, образ удачи города или страны, и, наконец, колесо, образ переменчивости удачи, отсюда ставшее крылатым выражение «колесо судьбы» или «колесо фортуны». Уповая на удачу своей богини-покровительницы, Деметрий еще при жизни отца чеканил ее колесо на своих монетах, чтобы оплатить новую авантюру – вторжение в Индию. И колесо Тюхи на его монетах, равно как и изображение богини с колесом, встретило отклик у обосновавшихся в Западной Индии буддистов, ведь колесо – один из главнейших символов этой традиции. Колесо сансары – Бхава-чакра – символ пратитья самутпада, взаимозависимого происхождения, открытого Буддой во время медитации под деревом Бодхи. Один из главных аргументов того, что мир иллюзорен, ведь каждая из дхарм, явлений, связанная с другими дхармами, и ни одна из них не может обладать настоящностью, поскольку само их существование лишь взято в долг у других иллюзорных явлений. Таким образом, пришедшие с запада греки Явана с монетами, изображающими Бхава-чакру, воспринимались как буддисты, что легло в основу распространенного мифа о том, что еще в Бактрии большинство греков обратилось в буддизм. Кроме того, внимание гандхарцев и жителей долины Инда привлекли дети, обязательный иконографический элемент Тюхи, несущий за богиней рог изобилия. Так она стала ассоциироваться с Харити, сложным мифологическим персонажем. По распространенной в Западной Индии легенде, она была Ракшаси, демоницей, обожавшей свои многочисленное потомство, но чтобы прокормить весь свой выводок, она похищала детей из соседних селений. Крестьяне обратились к медитирующему Сиддхартхе, который в отместку похитил одного из детей Харити, спрятав его под свою миску для подаяния.
Обыскав всю вселенную, отчаявшаяся мать обратилась к просветленному за помощью, и тогда он даровал ей прозрение, и в обмен на своего ребенка Харити пообещала стать защитницей всех детей и рожениц. Так она сделалась покровительницей семей, материнства и символом сострадания, проявляющегося во всех реальностях, великой Джагаматой, матерью всех живых существ. Именно к ней обращались в молитвах за наставлениями в Брахмавихарах, 4 практиках, дарующих освобождение от реальности, любящая доброта, сорадование, невозмутимость и сострадание. Ее образ сделался очень популярным в ганхарском и западноиндийском искусстве. В очередной раз эллинистический символизм оброс новыми символами. Так ее изображали в Бактрии, а так уже на территории греческих колоний в Индии. Затем ее образ попал на монеты местных династий, и потом уже вместе с ними дальше на восток. Ее почитают под видом божественной покровительницы детей в Непале. В Китае с первых веков нашей эры она стала одним из 24 защитников Дхармы и буддийского учения. Кроме того, под видом богини Гуанинь она стала почитаться в традиции Махаяна в Китае, Корее и Японии. Богини, которая не будет знать покоя, пока все страждущие живые существа не будут освобождены из колеса перерождений. Так часто изображавшаяся птица, окружавшая богиню Тюхи, символ пестроты, роскоши и процветания, обрели новый символизм, уже характерно китайский. Так драгоценный свиток попугая VII века уже нашей эры рассказывает трогательную историю о маленьком попугае, который вылетел на поиски любимых лакомств своей матери. Его ловят браконьеры, он переживает невероятное приключение и, наконец, когда освобождается и возвращается домой, обнаруживает, что мать его умерла. После этого он становится одним из спутников богини Гуанинь и одним из символов сыновьей почтительности. Рог изобилия все еще сохранился в иконографии богини, но сделался волшебным сосудом, подаренным ей Авалокитешварой, сосудом с водой, облегчающим страдания. Даже роль корабля, символизирующий то, что Тюхи управляет судьбой как кормчий, сохранился в китайской религии. По легенде, Гуанинь медитировала на острове Путошань, помогая рыбакам, спасая их от неминуемой опасности, когда корабль несло на скалы. После этого она сделалась покровительницей рыбаков и моряков. Любимец Фортуны, наследный принц и затем правитель Греко-Бактрии Диметрий обращает свой взор на юг, к перевалам Гиндукуша, за которыми погибла Великая империя Маурьев. Последний император, правивший распадающейся империей Брихадратха, был убит своим полководцем Пушьямитрой из династии Шунга. В отличие от буддийской династии, владевшей практически всей Индией, Пушьямитра был рьяным защитником брахманов, и последующая буддийская традиция приписывает ему разрушение 84 тысяч буддийских ступ, построенных Ашокой. На северо-западе своего государства он предложил награду в 100 драхм, греческих монет, кстати, за голову каждого убитого буддийского монаха. По одной из буддийских легенд, направляясь к дереву Бодхи, дереву просветления, Пушьямитра попытался срубить его, но божество, охранявшее реликвию, убило этого царя. С небуддийской кровожадностью последующие исторические тексты буддийской традиции называли его Гамимухья – скотолицей, и рассказывали об ужасных способах убиения царя-преследователя буддизма. Практически не стоит сомневаться, что подобные истории – след пропаганды, к которой приложили руку греко-бактрийские цари и, видимо, сам Диметрий. По одной из версий, последний царь Маурьев Брихадратха был женат на дочери Диметрия Береники. Жившие на севере Индии колонисты, такие как обитатели Кандагара, были носителями греческой культуры и, естественно, были близки к Греко-Бактрии. Более того, усилиями Ашоки среди них стал распространяться буддизм, и, вероятно, именно это вызвало гнев Пушьямитры. Западные варвары рассматривались как постоянная угроза стабильности нового брахманского государства. В брахманской традиции он известен как правитель, не называвший себя царем, но дважды проводившим Ашваметху – жертвоприношение коня, одно из самых важных индуистских жертвоприношений. Оно проводилось во времена особых бедствий, когда самому государству угрожала страшная опасность. В результате него царь, который провел этот ритуал, объявлялся владыкой вселенной, а государство очищалось от греха и скверны, ведь все бедствия случаются из-за нарушения космического порядка. Жертвенного коня в течение года должны были охранять 100 высших аристократов и членов царского семейства от всех невзгод. Если конь забредал за пределы государства, то земли соседей, по которым ступали его копыта, необходимо было завоевать и поработить. Конь – древний индоевропейский символ, ассоциировавшийся с солнцем, и в золотую солнечную колесницу он запрягался перед последним, самым важным днем – днем жертвоприношения. Согласно Яджурведе, 609 животных приносилось в жертву вместе с конем. После жертвоприношения с телом коня на ночь должна была остаться царица, возлечь с ним, символизируя этим ритуальный брак с божеством.
Тело коня – материальная вселенная, очищенная мантрами, бог Праджапати, приносящий себя в жертву. Царица – воплощение империи, земли, материи, соприкасающейся с божественным через сексуальный акт, символизирующий зачатие и рождение новой вселенной. Вот так спустя 500 лет будут изображать этот ритуал памятные монеты династии Гуптов. Примечательно, что Ашваметха проводилась впервые за много веков, ведь Ашока этот ритуал был запрещен. Посчитав, что древний договор, по которому права греческих жителей долины Инда нарушены, Диметрий объявил себя их защитником и, как следствие, отмстителем погибшей династии Маурьев. Собрав армию наемников, он пересек Гиндукуш и оказался в долине Инда. В нескольких кровопролитных сражениях он разбил армии Пушьямитры, занял Великую Таксилу и даже обрушился на Паталипутру, одну из бывших столиц империи Маурья. Вторжение пришельцев из-за гор с запада воспринималось индуистскими книжниками как одно из свидетельств апофеоза Кали-юги, эпохи Кали, самый дурной век, когда от человеческой добродетели останется лишь треть. Передовые отряды его, видимо, попытались помешать проведению обряда Ашваметхи. Диметрий прекрасно понимал идеологическое значение этого ритуала. Бактрийская конница в стычке была разбита сыном Пушьямитры, записавшего себе это в качестве одной из великих побед. Ритуал состоялся. В качестве триумфа, символизирующего победу над Индией, Диметрий выпустил серию монет, в которой его шлем венчает голова слона. Вероятно, это вновь был идеологический ход. Для греческих подданных это было свидетельство триумфа на Далеком Востоке, победы над экзотическими странами, куда не ступал даже Александр Македонский. В буддийской среде символ слона – один из устойчивых образов Бодхисаттвы и Чакравартина. Видимо, позиционируя себя как защитника Северной Индии от поборника брахманизма Пушьямитры, он первый из эллинистических монархов принялся чеканить монеты с надписями на другом языке, нежели на греческом, наглядный символ государственной пропаганды. На них же изображена богиня Тюхе, соотносившаяся с Лакшми и Харити, почитавшимися в Таксиле, а царь именует себя Дайматра. Под этим именем он известен в большинстве индийских трактатов. Рядом с известной ступой в Будкаре на территории современного Пакистана появилось укрепленное поселение, и по захоронениям там, равно как и по изображениям тех, кто пришел поклониться буддийской святыне, можно представить себе, как выглядела армия вторгшегося Диметрия. Большинство из них было восточноиранского происхождения – персы, бактрийцы, скифы и выходцы из Южной Индии. Особо выделяются высокие степные клобуки и скифские одежды. Вероятно, эти наемники разведывали пути, по которым многочисленные отряды скифов в недалеком будущем обрушатся на Гандхару. С точки зрения Пушьямитры, дальнейшее развитие событий просто чудо. Ведь внезапно, как говорит индийский источник, яваны оставили Паталипутру и отступили домой, отвлеченные ссорами в своем государстве. После победоносной кампании Диметрий срочно отступает в Бактрию, оставив в различных городах сатрапов-наместников. Эта традиция может смущать исследователей. Каждый из оставленных правителей чеканил собственные монеты и именовал себя царем. И выстроить среди десятков имен стройную хронологию не так-то просто, как и понять, кто кому вообще приходится. Во время индийского похода Диметрия Индией правит несколько династов, видимо, из его ставленников. Подобно тому, как селевкиды долгое время считали Бактрию своими землями, позволяя местным царям чеканить монету и вести независимую политику, так и Диметрий создал несколько подконтрольных ему полунезависимых царств, известных в истории как греко-индийские царства. Но что отвлекло его от триумфального шествия вглубь Индии и помешало закончить завоевание субконтинента? Как утверждал один из историков, греки сражались друг с другом с таким же остервенением под сенью Гиндукуша, как и в своих родных Биотии и Фессалии. Вероятно, царя отвлекли распри внутри государства, но подробностей мы, увы, не знаем. Полководцы, вместе с которыми Диметрий совершил свой великий поход в Индию, разделили завоеванные им территории. Одному из них, Аполлодоту, досталось большинство трофеев победоносного похода, а также самые богатые районы Индии вместе с цветущей Таксилой и великолепным городом Пушкалавати, который упоминается в Авесте как 7-е место по красоте на земле, а в Махабхарате как великий город потомков Рамы. Основав рядом с ним город-спутник Пеукалотис, Аполлодот обосновался там. Он контролировал торговые пути по Инду, выйдя к морю, что обеспечило ему сказочное богатство. Монеты Аполлодота спустя много веков продолжали пользоваться популярностью на рынках Индии. Но уже здесь наметился первый признак грядущих потрясений.
Не желая разрывать с далекой Бактрией, но понимая, что царям далеко на севере до него не добраться, он предпринял хитрый идеологический ход. Выпуская монеты на греческом со своим портретом, он называл себя царем или вовсе избегал всяких титулов. Эти монеты были рассчитаны для торговли с Западом и для выплаты дани в Бактрию. Но самая массовая монета с надписями на местных языках и на греческом, не круглая, а квадратная, и там он величает себя Басилеем Сотером, а на Кхароште и вовсе Махараджаса, великим царем, титулом, на который могли претендовать лишь верховные правители в Бактре. Но нигде перевод своего громкого титула на греческий он не использует, а квадратные монеты за пределами его царства не ходили. Эта пропаганда была исключительно для внутреннего пользования. Но на них можно встретить, например, быка Нанди, спутника Шивы, знающего тайные пути и глубинную суть учений Вед. Греческие завоеватели начали знакомиться с откровениями индийских религий. На севере страны в это время правил брат Деметрия Антимах, видимо, в дальнейшем ставший верховным правителем на короткое время. Никогда не видев море, он выбрал своим богом-покровителем Посейдона, что долгое время сбивало с толку исследователей. Но кроме владычества над морем, Посейдон – покровитель коней и коневодов, а еще сотрясатель земли, то есть защитник от землетрясений. В грозном воинственном облике бога коневодов Посейдон был популярен на северных рубежах Бактрии, а затем иконография трезубца морского бога очень полюбилась кочевникам. Некоторые из них затем изображали Посейдонов трезубец на своих монетах, как символ царской власти, ссылаясь на авторитет Антимаха. Роковые для Бактрийского царства события произошли около 171 года до нашей эры, когда выходец из свергнутой династии Диодота, основателя царства, Эвкратид, поднял восстание против правящей семьи. Вероятно, заручившись помощью селевкидов и обзаведясь армией наемников, он ударил в самое сердце страны, на Бактру и свой родной город Айхану. Археологи находят подтверждение осаде города, огромные тесаные камни осадных машин и следы пожарищ, драматические свидетельства гражданской войны. Свою столицу Айханум он назвал в честь себя Эвкратидией. Победа досталась ему чудом. Слухи о ней, хоть и приукрашенные, достигли Средиземноморья, как некий бактрийский царь с отрядом в 300 человек разбил полчища индийцев в 60 тысяч воинов царя Деметрия II. Безусловно, слухи сильно исказили историю. 300 человек – это агема, отряд телохранителей, видимо, один из частных эпизодов затяжных гражданских войн. Отпраздновать свой триумф царь решил чеканкой самой крупной золотой монеты в истории античности – 169 грамм чистого золота, горцующие всадники Диоскуры и сияющий лик нового великого царя. Но радость последнего великого монарха Бактрии была скоротечной. Скоро ему пришлось выбирать между войной на два фронта. С запада наступало Парфянское царство, возглавляемое талантливым и агрессивным Митридатом. На юго-востоке, в Индии, собирал коалицию сатрапов Менандр, будущий великий правитель греко-индийского царства. Эвкратид выбрал богатство Индии. Уступив Митридату западные провинции, откупившись от него боевыми слонами, он вместе со своим сыном двинулся в Индию и разбил Менандра. Утвердив свою власть в двух частях раскалывающейся империи, он повернул обратно, планируя провести триумфальный парад по улицам Эвкратидии, но судьба отвернулась от удачливого полководца. Он был убит своим сыном, который заколол его будто злейшего врага, бросив труп недавнего триумфатора без погребения, проехавшись по нему на своей колеснице. Странная подробность, учитывая, что боевые колесницы постепенно в эту эпоху уже уходили в историю. 145 год. Точка невозврата, навсегда расколовшая греко-бактрийское государство. После того, как Эвкратид остался лежать непогребенным в горах Гиндукуша на севере, в Бактрии началась гражданская война, а южное греко-индийское царство, возглавляемое Менандром, отделилось от беспокойной метрополии. С ним мы познакомимся подробнее в следующий раз. Как звали отца-убийцу доподлинно, неизвестно. Бактрия оказалась разделенной на три части, враждующей друг с другом, с тремя сыновьями Эвкратида во главе. Правивший на юге страны Платон попытался объединить под своими знаменами персов и иранцев. Его монеты впервые изображают Гелиоса, солнечного бога, в колеснице. Гелиос изображен с лучами, исходящими от его головы в виде пламени, характерная иконография для Востока. Вероятно, он решил изобразить Митру, одного из главных божеств восточного Ирана, покровителя договоров, солнечного света, воинских союзов и, что важно, царской власти. Именно царю, как воплощению Митры, поклонялись бактрийцы в последующую эпоху, а однажды появившиеся на монетах Платона языки пламени сделались неотъемлемым иконографическим символом степных завоевателей, среднеазиатских монархов, персидских царей и, наконец, китайских духов-охранителей. Остается лишь догадываться, не намек ли на ту самую колесницу поместил Платон на свои монеты. Тучи сгущались над Бактрией. В
тот год, когда Эвкратит двинул свои войска на захват Бактрии, хан Хунну Моде разбил кочевые племена юэджи. Невероятно тяжелая война, длившаяся 30 лет. Китайские шпионы доносили о том, как сходились огромные степные армии. Две орды Хунну и Юэджи контролировали гигантские степные просторы и гнали в сражения подданных из самых отдаленных уголков своих владений. Грандиозное сражение закончилось тем, что в битве погибла почти вся племенная знать, а из черепа вождя Юэджи Моде сделал чашу. Это событие вызвало цепную реакцию. Отряды Юэджи обошли греческие колонии в Тариме и Фергане и обрушились на кочевников, живших в Семиречье и вдоль северных границ Бактрии. Выступивший против них парфянский царь Фраат был убит в степных сражениях. Его судьба постигла и последнего царя Бактрии Делиокла. В крупном сражении погибла вся бактрийская и греческая верхушка. Не исключено, что некоторые претенденты на трон сами пригласили степных наемников. Через 3 десятилетия империя Хань катастрофически нуждалась в союзниках для войны с Хунну. Для поиска союзников на заоблачном западе был отправлен Джан Цянь, человек, изменивший ход истории. Его путешествие, описанное в исторических записках Сыма Цяня, настоящий приключенческий сюжет. Пережив невероятное приключение, он первым из жителей Поднебесной достиг Памира и западных стран, услышав о могущественном государстве Дася – Бактрии. О нем ходили легенды о могущественных царях, громадных городах и несокрушимой армии. Но переправившись через Сырдарью, Джан Цянь обнаружил раздробленные земли, лишенные верховного правителя. Цари мелких городов враждовали друг с другом, а жители этой страны преуспевают в торговле, но трусливы и боятся войн. Такая была эпитафия великого эллинистического государства. В стране Дася живет 1 миллион человек, сообщает нам Джан Цянь. Едва ли это преувеличение со стороны китайского путешественника. И главный его город – Ланьши, искаженное китайское прочтение Александрии, одного из многих полисов, основанных Александром на Востоке. Всего лишь несколько десятилетий разделяло падение Бактрии и первое китайское посольство в Среднюю Азию. Джан Цянь не скрывает своего удивления от того, что он увидел лишь оставленные города и враждующие мелкие княжества. Некоторые из эллинских правителей, в том числе, видимо, Платон, в это время отступили в горы, где в неприступных крепостях Гиндукуша долгое время сопротивлялись набегам кочевников, оставив навсегда мечту вернуться в долину. Процветающее на юге индогреческое царство переживало свою эпоху расцвета, но противостоять ордам кочевников оно не могло и, видимо, не собиралось. Вернувшись домой, Джан Цянь рассказал о богатствах и ремеслах Ферганы, Согда, Бактрии, принеся с собой жажду поиска сокровищ на далеком западе. Его полное приключение путешествия доказало, что попасть на запад возможно, а пустыни Гоби и Такламакан проходимы даже для войск. Именно это путешествие открыло запад для Китая, и с него родился торговый маршрут, много раз менявший ход человеческой истории. Путь, протянувшийся от долины Хуанхэ через небесные горы, бескрайние пустыни и степи к оазисам Тарима, а оттуда к великолепным городам Семиречья, древним цитаделям Ирана и дальше на запад в Средиземноморье. Так, с приключения авантюриста началась основная торговая артерия Евразии – Шелковый путь. Артерия, сформировавшая современный мир. В империи Хань появились силы и возможности для завоевания раздробленных западных царств, и в череде многочисленных походов, видимо, погибнут последние осколки бактрийского государства. В 121 году до нашей эры полководец Хань Хо Цюйбин выступает с легкой конницей на запад, планируя разбить южных союзников Хунну. В изнуряющих конных стычках в пустынной пыли армия Хо Цюйбина продвигалась все дальше на запад. Потеряв почти всех воинов, мерзный царек Сю-Чу бросил свое разбитое войско и бежал, но был пойман и казнен отрядами ханьского полководца. Его город был разграблен, родня доставлена ко двору императора как экзотические пленники, и, что самое важное, в китайскую столицу была доставлена золотая статуя, считавшаяся у Хунну священной, бывшая центром княжества Сю-Чу. Некое двойное золотое изваяние поражало современников. Оно было не похоже на все, что видели ханьцы. Поздние историки писали, что они походили на произведения Западной Индии, региона, познакомившего Восток с утонченной скульптурой эллинизма. На раннесредневековой картине, явно опиравшейся на несохранившиеся источники, есть изображение путешествия Джан Цяня через царство Сючу, и художник не преминул изобразить знаменитую статую, подписав их как 2 золотые статуи одной ци. Странная фигура, явно стилизированная китайским художником. Но что это может быть? Ответ скрывается в имени Сю-Чу, передающемся при помощи 2 иероглифов. Положить конец, отдых или остановка, и резня. Написанное на слух и переданное иероглифически – это имя того, кто оканчивает бойню или резню.
Последний из сыновей Эвкратида, Эвкратид II, провозгласил себя сотером, спасителем. Можно предположить, что Сючу – это услышанное и искаженное Сотер. О его судьбе в Бактрии почти ничего не известно, разве что несколько монет с традиционным для эллинов, но редким в Бактрии изображением статуи Зевса, держащего на руках крошечную фигурку богини Ники. Его монеты и подражание им широко известны в Согдиане, несколько найдено и в Тариме. На монетах очень часто изображались реальные скульптурные прототипы почитаемого бога, и, видимо, Эвкратид повелел изобразить статую Зевса из своего храма. Китайский художник, безусловно, не мог себе позволить изобразить обнаженную статую божества. Это противоречило канонам красоты. Поэтому на плечи статуи накинут характерный плащ эпохи Тан. И лишь маленькая фигурка в руках и изваяния напоминает о фигуре крылатой Ники на ладони Зевса. Видимо, таким был конец последнего бактрийского владыки. И так выглядела последняя сохранившаяся статуя Великобактрийского царства. Бактрия просуществовала 140 лет. Это непрерывная история драматических событий, коварных предательств, открытий новых земель, которые мы только сейчас начинаем понемногу восстанавливать, благодаря последним археологическим открытиям. Память о ней сохранилась даже в географических названиях и моде местных народов. Часто встречающееся название Пардагви – это греческий Пандахейон, постоялый двор. Бактрийские цари поддерживали древние дороги в отменном состоянии, а на расстоянии каждого дневного перехода располагались постоялые дворы. Жители северных районов Афганистана и Пакистана, известных до середины 20 века под названием Кефиристан, страна неверных, сохранили в своих преданиях легенды о том, что они являются потомками греков армии Александра Македонского. Кроме яркой внешности, выделяющей их среди соседних народов, есть еще один элемент, так часто встречающийся на греко-бактрийских монетах – шапка Каусия, из-за которой персы называли греков Яуна Такабара, греки, носящие шляпы, похожие на щиты. Теплая, часто войлочная шапка была незаменимым спутником греческих колонистов и путешественников. Она так часто встречается на произведениях македонского искусства. Далекие потомки бактрийских колонистов в горах Гиндукуша до сих пор носят поколь, войлочную шапку, ставшую одним из символов региона, во многом благодаря шейху Мансуру, одного из лидеров Северного альянса, иконографического образа афганских маджахедов. В крошечных горных цитаделях, куда отступили последние жители Бактрии, время от времени находят изогнутые мечи-кописы. Уже после падения Греко-Бактрии эллинские мечи продолжают использоваться как исключительно дорогие символы царской власти, чаще всего ритуальные, нежели боевые. Изогнутые в обратную сторону лезвия кописов могли носить лишь представители закрытых воинских братств. Так Южной Азии досталось наследство грозное оружие, нож кукри, излюбленный клинок воинов сатрогов Гималайских гор, непобедимых Го-Ракша, хурки. Утонченное искусство и философия, процветающие города и цивилизация комфорта – все это наследие греко-бактрийской цивилизации. Эллинские колонисты смешались с местным населением, но темных веков не наступило. На юге греко-индийское царство превзошло метрополию. Невероятное произведение мастеров Гандхары до сих пор поражают исследователей. Философские рассуждения придворных мудрецов помогли объединить шиваистские откровения с философией Платона. На берегах Инда, в Гандхаре и Панджабе родилась новая цивилизация, последний расцвет эллинизма, отрезанный от Средиземноморья, о которой ничего не знали на Западе вплоть до первых археологических открытий. История ее и исчезновение – набор неразрешенных загадок, но об этом в следующий раз.